Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что мужчины сбрасывают розовые очки и перестают показывать свои искренние, настоящие чувства женщинам, проявлять их, потому что поняли уже, что женщины так цинично может воспользоваться этим. Я сегодня буду приводить примеры из жизни, могут подсмеиваться над этими чувствами, не ценить их или считать мужчину в большинстве своем слабым из-за этого. К сожалению, любовь сейчас не в моде, и с тем самым мир полнится несчастливыми людьми. Мужчины задаются вопросом, почему женщины не ценят хорошего отношения к ним. Доброта, забота, любовь воспринимается как слабое качество мужчины. С тем самым многие женщины, встречая мужчину, хотят, чтобы он влюбился в нее без памяти, на свете все делал ради нее, совершал безумные поступки. И женщины знают многие, как это сделать. И когда мужчина влюбляется, проходит время, сначала это нравится, но достаточно быстро может случиться так, что женщина теряет интерес. И для таких женщин мужчина становится удобным человеком, источником благ, и она подминает под себя в итоге такого мужчину, пользуясь тем, что у мужчины есть чувства к ней. И все больше женщин, которые могут плюнуть в душу мужчине, растоптать это светлое чувство, к сожалению. И поэтому мужчины уже понимают, что просто проявлять свои чувства просто уже страшно, потому что ответом на их чувства будет боль и эгоизм. Собственно, сегодня обо всем этом буду говорить. Представьте, что вы взяли всю коробку пазлов и высыпали ее на стол. В теории каждый пазл может упасть на свое место, но на практике такого не бывает. Почему? Потому что шансы малы, ведь каждый пазл должен упасть определенным образом. Существует такое понятие, как энтропия, с греческого переводится как превращение. Это мера беспорядочности, которая со временем увеличивается. Все стремится к беспорядку. Люди стареют, здания разрушаются, горы рассыпаются, машина ржавеет. По этой теории все стремится к такому некому хаосу. Поэтому для того, чтобы в нашей жизни, в человеческой жизни этого не было, мы прикладываем к этому усилия, чтобы все упорядочить. Уже давно было прописано, что люди со временем будут становиться все хуже и хуже. Главной движущей силой сейчас является эгоизм. Многие стали самолюбивые, не воздерживающиеся, не ценящие добра. Сейчас от людей можно услышать, что мир стал жесток, но в разные времена было и хорошее, и плохое. Времена, как говорится, не выбирают. Но дело не сколько в этом, а дело в самом человеке. Что миру приносишь, что тебе и возвратится. Никого не любишь, и в ответ любви не жди. Будь честен с другими людьми, если хочешь, чтобы были честны с тобой. Есть замечательная фраза: чем бесконечно ругать тьму, лучше зажечь свою свечу. К чему я? К тому, что многие женщины делают все своими руками, и девиз молодых женщин — это обогащайся любым способом, а на чувства все равно. Надо понимать, что мир начинается с самого человека. И сколько мне пишут комментариев разных случаев, мужчины приводят примеры, и я вижу в этих случаях какую-то жестокость, абсолютное непонимание, абсолютно такое вот унижение даже. Мужчины проходят через эти унижения. Женщин много становится эгоистичных в отношениях. Женщине нужно возвыситься над этим эгоизмом. Что не могу сказать про мужчин, которые выражают свои чувства достаточно открыто, прямолинейно, что, собственно, и свойственно мужчине. Как раз-таки сейчас очень много женщин, которые носят эту маску, и вот этот главный вопрос, как понять женщину, он так и остается загадкой, потому что понять все это достаточно сложно, искренне это по-настоящему, это неизвестно.
Люди, которые говорят правду и показывают свои истинные чувства к человеку, они не слабые и наивны, как кажется женщинам. На самом деле это и есть проявление силы. Вообще мужчина более искренен, потому что, как правило, у него нет никакой корысти к женщине и вообще не слишком-то много требований. Такое чувство, как нежность, когда мужчина очень нежно относится к женщине, и тем самым это может быть тоже такой уязвимой точкой, да, и женщина тоже очень может пользоваться этим положением. Знаете, мне очень понравилась фраза, что поддержка через нежность — это мягкая подушка под голову. Вообще мы, конечно, очень интересные создания, и то, что в нас может зарождаться много чувств, и, конечно, люди должны делиться друг с другом своими чувствами. Или иначе будет, в психологии называется эмоциональная депривация. Когда человек не удовлетворен своими взаимоотношениями с другим человеком, проявляется подавление чувств, и это не очень хорошо действует на психику человека. Мужчины не понимают, когда ты девушку или женщину ценишь, когда ты стараешься и хочешь делать что-то ради нее, то женщина ни во что не ставит. Ну, вообще у мужчин самооценка занижена, да, в силу того, что много времени воспитывалась, как будто мужчина должен прислуживать женщине, а у женщины она, наоборот, сейчас поднята так необъективно и неадекватно. И поэтому многие мужчины уже открывают глаза, но есть еще много мужчин, которые в рядах тех, кто не ценит себя настолько, насколько мог бы, в силу того, что было такое матриархальное воспитание. Раньше мужчины ценились на вес золота. Ведь для мужчин, вот так вот тоже почитать на форумах, это вообще непростое занятие, вот так вот взять и признаться в своих чувствах. Это еще раз подчеркивает искренность мужчины, то, что мужчины этим дорожат, как раз женщины должны поучиться у мужчин. Вот историю женщины я на форуме прочитала. Женщина говорит, что у нее слишком хороший муж, слишком он все правильно делает, а ей подавай яркие впечатления, чего-то такое неожиданное, а муж ее очень ожиданный. Эмоций не хватает, такого адреналина и драйва. На самом деле хорошие мужчины на расхват, и чем старше становишься, тем больше понимаешь, что вся эта встряска в виде адреналина, еще чего-то, она либо какая-то кратковременная может быть, либо счастье в дальнейшем, как правило, не несет. Но еще одна история. Женщина не любит телячьей нежности, не романтичная. Кстати, телячьи нежности, кто не знает, пошли от того, что телята, когда рождаются, очень открыто проявляют свои чувства. Они часто и обильно облизывают тех, кто им нравится, и могут это делать даже с незнакомым человеком, поэтому отсюда и пошли телячьи нежности. Многие современные девушки в мужчинах видят либо слабаков, либо инфантильных мужчин, в их глазах, либо подкаблучников. И все эти запросы на плохих мальчиков или такое тоже плохое отношение к себе, которое, как противодействие к тому, что мужчина, наоборот, очень расположен, оно говорит о том, что женщина сама сама не сформирована. Но вот истории такие похожие у некоторых мужчин, когда мужчина с вдохновением написал стих женщине и отправил ей, долго собирался с чувствами и все-таки это сделал. И женщина на это сказала лишь, что где-то он там совершил какую-то ошибку, так хладнокровно, без эмоций, и мужчина просто, мне кажется, в этот момент просто скомкал, не знаю, свой какой-то свой оригинал этого стиха, и просто выбросил в помойку и сказал, что больше я стихи писать не буду. То есть на корню все обрубается, все желание вот таким образом. Или еще история здесь уже с таким подавлением
давление, манипуляции, когда женщина поняла, что мужчина влюбился, как мальчишка, можно сказать, и женщина уже могла этими чувствами, ну, на этих чувствах играть. Вот история мне недавно написал мужчина в комментариях, очень благодарю за эту историю. Мужчина влюбился как мальчишка, понял, что, будучи уже взрослым, понял, что это вот самое такое яркое чувство, которое до этого ничего не чувствовал подобное. И все было волшебно, то есть и времяпрепровождение, и все остальное. И как только мужчина начал говорить о своих серьезных намерениях, хотел сделать предложение, все. И тут началось. Включилось вот это подчинить, управлять, заменить все интересы. И включилось вот это железобетонное «ты должен», капризы «я же девочка». Мужчины не пытаются сделать из женщин мужчин. Почему же женщины пытаются сделать из мужчин вот таких вот подобных себе? А потом сами удивляются, куда же пропал этот активный, инициативный, яркий и страстный мужчина. А женщина просто взяла, воспользовавшись тем, что мужчина, можно сказать, на крючке, и вот так вот все сделала. Женщина иной раз не поймет, что, подавая ей чувства, чтобы мужчина пылал по отношению к ней, то женщине может становиться это неинтересно, или женщина может этим пользоваться. Но я, чем старше становлюсь, тем понимаю, что вообще это удивительно. Удивительно то, что человек, который еще мог недавно тебя не знать, уделяет тебе время не кому-то другому, а именно тебе. Проявляет свои чувства не кому-то другому, а именно тебе. Женщины начнут это ценить только тогда, когда у них это отберут и когда они этого лишатся. Знаете, я вначале сказала, что давно прописано, что люди будут становиться все хуже и хуже. Но я хочу дополнить, что прописано также, что люди все-таки найдут путь друг к другу и будут вместе. И этого я очень на самом деле хочу и желаю. Чтобы мир был лучше, нужно начинать с самого себя. Чем я старше становлюсь, тем больше я понимаю, что хочется всего более простого. Простого общения настоящего, чувств настоящих, чтобы не было никаких игр, чтобы не был человек в маске, чтобы все проявлялось открыто и по-честному. Ведь, как говорил Сергей Бодров, сила в правде. И когда мужчина проявляет свои настоящие чувства, он в этом силен на самом деле. И никакая это не слабость. Очень советую женщинам задуматься и пересмотреть свое отношение. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся уже завтра в новом видео. До встречи, пока.